Средний доспех это не мое. Мне бы вот котика найти. Ар? Мне бы вот котика найти. Вот это было бы круто. Так, я что-то передумал по этим гротам просто так шляться. Ну его нахер. Это может все закончиться очень печально. Пойду-ка я поищу по основному квесту всяких ведьм. Вот они как раз здесь рядышком. Фу. Не, ну напруга была просто... Чего? Ну-ка. Да залезь ты, ёпта, бестолковый. Гарпи? На нахер. А, горим? У, сука. На нахер. Минус додики. Да попади по ней! Хорош! Ай, хорошо! Ля, дура. Не, ну а чё они? Я вроде просто мимо проходил. Арбалет да мне и так нормально. С оливочек закину. Блин, болото. Сейчас начнется, а всякие эти бабы, как его, из говна вылезающие. Еще какая-нибудь шляпа усатая. Ага. Понимаю. Так, ну мы, кстати, пришли. Кстати. Что-то, мне кажется, сюда не надо ходить. Печеньки. Отыскать ведьм. Кого, блядь, отыскать? А ведьмы погулять выйдут? Я у мамы молодец. Блин, хоть бы вот эти вот из-под земли шляпы, они вылезли. Ненавижу с ними драться. Такие они очень муторные такие. О, так это ж мое. Ведьмы в обычных домах живут? Ой. У папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. И в землю закопал, и надпись написал. Мясо, 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 он его любил. Поп был страшный душегубец и большой глупец. Запечем его с тобою, тут ему конец. Раз, два, три, за огнем выходишь ты. Какие милые дети. Любопытная считалочка. Ты кто? Иди отсюда. Кого? О, гопники. Гоп коллекшн 2019. Или 20. Я ищу ведьм с кривоуховых топий. Ты ж сам такой, как ведьма. Ведьм, стопий. Пиздюк что-то знает. Нам нельзя на топе. Бабушка не пускает. Кто? Как пропал мой брат Зёмка, бабушка сказала, это все от того, что он пошел в лес и заблудился. Бабушка потом страшно плакала. Может, он еще вернется? Какого хера вы на болоте, Что же правда, вы делаете? одни на болотах? Мы не одни, а с бабушкой. Я спрашиваю, откуда вы тут взялись? Сироты мы.
Все. Война ведь? Вот и сироты. Чему тут девиться? Бабушка. На болотах потерялась молодая женщина. У нее серые волосы и шрам на лице. Вы видели такую? Здесь девок нету. А я тебе кто? Какая из тебя девка? У девок сиськи. Точно. Когда по деревне возят, на деревне Я так девки своей спят. бывшей говорил. Давайте девок по лесам. Пусть солдатню Извините, сиськами пожалуйста. не пугают, а то беда будет. Как говорил. Бля. У каждой компании есть такая девушка, которую никто не воспринимает как девушка. Это просто братан, пацан, я не знаю. Это кто угодно, но это не девушка. Попустили. А есть тут еще кто-нибудь, кроме вас? Это кто? Кто-нибудь, кто мог видеть эту девушку? Шестиглазое дерево? Дерево весь год спит. Может, ты Вася? Кого? Это что за разговоры? Что за поболтушки, я спрашиваю? Сюда никому нельзя. Сюда. Тут только дети. Мои дети тут могут быть. А ты еще кто такой? Ха, с оружием, как бандит. Что-то какие-то мутные. Ты заботишься об этих детях? Это мои внучки. Бабушка наша очень добрая. На ужин будет суп со шкварками. Иногда дети теряются в лесу. Скучаю я по ним. Ты не видел их в лесу? Никто не видел. Это случайно не из того купца шкварочки? Я вам, значит, рассказываю. У нас рядом с городом Клин, с моим родным, да, городом, где я сейчас нахожусь, есть Высоковск, такой город. Вот там вот несколько лет назад семью, так скажем, разоблачили. Там баночки любили делать. И в антресолечки их ставить. Мы, говорит, тушеночку очень любим. Кто с Клина, тот знает эту тему. Солнечногорск, там все это слышали, эту херню. Ага. Только почему-то люди на Высоковске иногда пропадали. Они что-то сколько-то, 12 или 13, что ли, лет. Да-да-да, каннибалы, да. По-моему, писали. С Конакова тоже знаю. Да это вся Московская область охерела тогда, сколько они людей сожрали. Просто обычная пара. Просто обычные ребята. Просто говорит, а что, нормально? Я вам отвечаю эту тему. Вот кто живет вот в окрестностях, знают эту херню. Причем они людей жрали сколько-то... Бля, сколько-то там... Больше 10 лет точно. Да там, по-моему, даже по телевизору говорили. Где-то то ли по 360, то ли еще где-то. Это можно найти, кстати. Погуглите просто. Там Ты очень болотная жестко. ведьма? Говорят, на кривоуховых топях. Это я ведьма? Нет. У меня ни метлы, ни совы и ни единой бородавки на носу. У меня красивый нос. Вот. Видишь? У По ТВ, бабули да-да, я говорю, красивый показывали. носик. Моя ты хорошая. Дети такие сладкие. Охрененная история. Я тогда охренел вообще. Я до последнего. Причем они тушеночкой угощали, продавали ее. Понимаешь, в чем весь трэш? То есть они как бы... И люди нормально на протяжении, считай, целого... Я не помню, по-моему, больше 10 лет. Ребята, вот здесь могу соврать, не помню сколько точно. Но очень долго. То есть нормальные ребята такие, знаешь, там, а что, говорит, нормальная тушеночка. Кто такой Ивасик? И Васик, карасик, выдул весь квасик, потом целый часик пердел, как дурасик. Ты это что такое говоришь? Бронятся и бронятся. Ничего больше. Сплошная брань. Я просто с ребятней разговаривал. Я ищу одну девушку. Я 30 была лет? очень красивой девушкой. 30 Носила лет? вот такую косу. Маменька мне плела. И платья у меня были цветами разукрашенные. Ты ее видела? Молодая, с серыми волосами. Это твоя невеста? Дочь. Доченька. Моя милая, добрая доченька и сестра ее. Где-то они сейчас. А может, с ними лихо какое приключилось? Молодая девушка с серыми волосами. Мне надо понять, встречала ты ее или нет. Дети, что смотрите? Идите мыть руки, будем ловить сверчков.
Вижу, ничего я от тебя не добьюсь. Так я ничего и не знаю. И Что она Васик какая-то точно мутная. знает. О чем я его не спрошу, он отвечает. Погоди, сейчас почешу себе гузны и придумаю. Что это за слово? А ну, живо в хату! Живо в хату! Будешь у меня в углу стоять, и я присмотрю, чтоб стоял как миленький. А ты уходи отсюда! Уходи! Слышь, мать, таких как ты в определенные времена на костре сжигали. Я тебе просто, ну, по секрету скажу. Ну так, чисто. Ну, как бы между нами. Ну так, просто держу в курсе. Так, слышь, пацан? Слышь, пацан? Или, может, не пацан? Не ленись, подпишись на Хартплау. Сюда нельзя входить. Тебе тут нельзя. Я хотел только поговорить с этим мальчиком. Нельзя. Нельзя. Я не буду с тобой разговаривать. Бабушка тебя не любит. А Ивасик придуманный. И чужие детей крадут. Какие-то Скажи они мне мутные. только, где найти Ивасика? Ивасик придуманный. Уходи. Уходи. Ты что, быканула, что ли? Ёпта, сейчас один прогиб, и я тебе хату спалю просто. Ишь ты. Почему вы не хотите говорить про Ивасика? Что один из вас знает, то и остальные, ведь так? С Ивасиком только он водится. Они грибов ищут, улиток. А бабушка говорит, что Ивасик придуманный. Какой, блядь, Ивасик? Может, он Вы белобилетник? сами-то Ивасика видели? А то, на вид примерно вот как он. Так почему вы говорите, что он Пацан. придуманный? Гномик. Бабушка сказала. А бабушка много знает. А бабушка на морозе сосала. Бабушка вас не обижает, не колотит? Никогда. Если мы что плохое сделаем, то она плачет. И боится. Потому что говорит, что нас чужие могут собрать, и мы тогда пропадем. Подожди, а почему пиздюк не боится в лес ходить? Мальчик, который с Ивасиком водится, должен быть храбрый. Глупый он, а не храбрый. Один раз голой попой на муравейник сел. А с Ивасиком он и правда водится. Не слушает бабушки, бегает в лес. И сидит за это в заперти потом. А еще он улиток ест. Бе! Значит так, женщина. Улитки это вообще-то полезно. Там белок. Наверное. Ну а голой жопой, знаешь, по телевизору еще не то покажут. Я раз видел, если огурчик взять, молоденький такой, с пупырышками, и значит, я тебе рассказываю, не отрывая от ботвы, вот так вот его немножечко смочил, и значит, если вставить в заднепроходное отверстие, то ты почувствуешь свежесть и, возможно, даже силу земли. Так что, может, он просто телевизор смотрит. А я вам говорил, телевизор не надо смотреть. Всякой хуйни всякой Девушка, которую я насмотритесь. спрашивал, в опасности. Помогите мне отвлечь бабушку, а я поговорю с другом Ивасика. Ладно, только услуга за услугу. Поиграй с нами в прятки. А то бабушка не хочет, говорит, у нее кости ломят. Я вам сейчас деревню всю эту сожгу. Идет. Прячьтесь, а если я вас найду, вы мне поможете поговорить с мальчиком, который знает Ивасика. Думает, нас так легко найти. Он-то, небось, от черных не прятался. Я осуждаю вот Не это вот. подглядывай и считай громко От кого он все не прятался? пальцы. И на ногах тоже. Раз, два, три, 18, 19, 20. Каких магов? Я иду искать. Ха-ха, спалився, да? Черт. Значит так. Ля, дурачок. Сейчас легальные читы будут использованы. В какую сторону следы-то я не пойму. Ага, попався, да?
Ага! Я тебя вижу. Выходи. Как ты меня углядел? Совпадение. Бывает такое. Так. Слышь? Погнали других по IP вычислять. О! Не понял. Я не вор, я просто взял посмотреть. Слышь ты? Где он сидит? Ты ёпта. Я тебя нашел. Не прячься. Нечестно. Я всегда выигрываю. Жизнь, она вообще, знаешь, такая штука. Не шибко, так скажем, справедливая. Вот ты где. Повезло тебе. Подожди, а куда я еще-то не ходил? Сюда, что ли? Нихера ты. Слышь, дурачок. Ну что, выходит, я всех Денчик. нашел. Дениск, Не ты ли умеешь это? ты играть. Но мы тебе поможем. Пойдем к домику, посоветуемся. Вместе с остальными. Я вас нашел. Дениска. Теперь держите слово. Помогите мне поговорить с приятелем Ивасика наедине. Как не помочь? Слово есть слово. Карточный долг, дело чести. И снял штаны. Бабушка! Бабушка! Ясю, шмель в гузно укусил! Иди сюда, бабушка! Блять. Найс байт. Не бойся. Я ничего не знаю. Я не Ты в причиню тебе милиции это вреда. скажешь. А где бабушка? А бабушка гузно Она отмывает. занята. А где все ваши родители? Померли. Одни с голоду, других поубивали. Моих, раз пошел я на заре за ягодами, тогда еще много ягод было. А когда домой возвращался, услышал крики и смех такой. Подошел и спрятался в кустах на опушке. Мама кричала, а солдаты смеялись. Батька лежал у ворот сарая, совсем без головы. А потом мама. Все, не надо, хватит. Что-то мне западло у него спрашивать, чего ты боишься после таких разговоров. Я просто хочу поговорить с Ивасиком. Может, он Блин, знает F. больше, чем вы. F Ты работяги. ему зла не сделаешь. На самом деле он непридуманный. Не сделаю. И Васик раньше часто прибегал, потому что бабушка любила слушать, как он поет. А когда я грибы собирал, Ивасик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. О! Где найти этого твоего Ивасика? Есть такая полянка на краю болот. Там растет дерево, такое странное. Как присмотришься, сразу Странное. найдешь. Спасибо тебе. Странное дерево. Чё за... Блин, я 1000 лет назад проходил, я не помню. Какой нахер Ивасик? Врываюсь! На нахер.
У, сука. Ага, попався. Хадок, блядь. Ля, тварь, а! На нахер, минус рука, минус нога, минус вообще жизнь, минус все. Если Васик настоящий, наверняка он оставляет следы. Подожди, ну Следы маленьких ног. И Васик здесь проходил. гномик или... Кого? Да ебёна! Жопа вам всем! Собаки бешеные, а. Сюда идем. Папа вас сейчас любить будет. Слушай, ну они не обманули. Следы какие-то есть, это очень хорошо. Ладно, чё, конечно, шляпа не вылезла. Ёпта, где гномик-то этот? Маленький... А, во! Следы ведут к норе. Интересно, что внутри. Цок, 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 цок. Достань факел, я сейчас хату эту спалю ему. И Васик. Да, Ова. Не бойся. На какого-то этого похож, как его, ну, типа леший или Хмурница? какого-то такой. Луговик? А, прибожик. Кто, Мало блядь? вас осталось на свете. Я ищу девушку с серыми волосами. Ты ее видел? Не разговаривать, что ли? Расскажи мне все сначала. Хоббицы, Где ты её ёпта. видел? Что она делала? Это, Мне где очень Пипин, важно. где Мерин этот? Почему? Чё? В чем дело? Ты не можешь говорить? Почему? Чё? Ты потерял голос? Могу я тебе помочь? Прибожик. Кого? Пойдем. Мне идти за тобой? Уже даже стример понял, что надо за ним Выбора идти. нет. Молодой, стой! Так. Значит так. Раз. Вот. Вот это мне чуть-чуть больше нравится. У нас хоть теперь Геральт на человека стал похож. А то... Как этот какой-то шалопай бегает, хихи-ха-ха. Надо камни поварить, на самом деле. Вообще надо пушку нормальную сделать. Кстати, слышь, ну-ка тормози, молодой. Во-первых, вот так, во-вторых, вот так. Так, два еще у нас есть. А, во! Увеличивает шанс нанести критический удар в быстрой атаке на 2... А можно вот это открыть? Сила атаки плюс 20%. Он у нас сейчас будет долбить с такой силой.
Не, ну Геральт, кстати, такой сейчас посимпатичнее прям стал. По такой, да, он? Прям такой. Ну, Куда сколько лезем? мне еще ждать? Домой. Домой. Комбо, бич. Не отходи от меня. Давай, молодой, по тапкам. Коко-комбо, не говори. Блин, надо мечи нормальные собирать. Прям вообще, прям очень надо. Мы пришли? Да, я огляжусь. Блин, глаза, да, у нее крутые? Что это На такое? этом уступе есть что-то, что поможет тебе говорить? Придется туда залезть. Воронье гнездо? Что-то чувствую, я там не вороны там в таком гнезде живут. Ого! Not bad. А, ну здесь же эти гарпии или как его? Так, ну тихо там. Может, ему нужна эта бутылка? Так, молодой, я иду. Серфинг Бёрд. Держи. Что там? Выпить ему надо из этой бутылки. Что это такое? Magic. Молоко, шишка, улитка, кролик, телега, корзинка, пердеж. Как звучит? Король купил коралловую корону на коронацию королеве Бруги. Навеселился уже? Мои любимые слова. Жить и не слышать божественного сочетания звуков ниточка карачунницы все равно, что лизать улиток через сукно. Спасибо тебе, славный, кто бы ты ни был. Прощай и будь здоров. Погоди, я тебе помог, так уж и ты мне помоги. Уважаемый. Ты что, хочешь превратить прекрасный акт альтруизма в дурацкий обмен услугами? Ты давай, попизди мне там. Я ищу девушку с серыми волосами. Не видел ее? Еще бы не видел. Как-то с утра я вышел, как всегда, сделать кучу. Это мой любимый момент дня. Солнышко светит, Ну, кстати, Жиза. птички поют, ветерок веет. Сижу я, значит, довольный. А тут как жахнет, как грохнет. И ниоткуда выявилась девица. Молодая, серовласая, как ты сказал. А вдобавок она была ранена и едва дышала от усталости. Она помчалась в сторону детских хат и неслась, будто за ней ведьмы гнались. Я, конечно, уругал ее, что она мне помешала, но она не слышала. У меня же голоса не было. Слышь, что за ведьмы? Что ты знаешь о ведьмах? Они старые, как эта чаща, вредные, злые. Лучше их не злить. А если кто-то все-таки перешел им дорогу? Могут отобрать голос, а могут отобрать жизнь, как им вздумается. Гнусные бабы, но по-своему заботятся об этой земле. Говорят, они всегда выполняют обещанное. Только надо думать, о чем просишь. Ты их не встретишь и не услышишь, покуда они сами не захотят. И помни, они слышат и видят все, что делается на болотах. Да ну конечно, ёпта. Видит и слышит все, что где бы не захотят, это ФСБ. А не Если какие-то она там побежала бабки-ведьмы. в сторону приюта, может, опекунша что-нибудь знает? Или дети? Не, бабушка с чужими разговаривать не станет. А с тобой разговаривает? Я-то к ней подход знаю. Ладно,
Ты мне помог, и я не буду вредничать и тоже тебе помогу. Пойдем. Подход к бабушке, знаешь? Я раз помню тоже. Это другая уже история. Бля, опять через болото, что ли? Твою мать. Сюда идем. Сюда. Next выиграете, ребята. Не, под громом он их крошит просто вообще очень жестко. Под громом у него силы просто пополам их рубит и все. Вообще без разговоров. А шо по ведьмам, а? Мечик надо убрать, а то сейчас тут шкалеров напугаю. Все в порядке. Ни полведьмы не видать. Сейчас спою бабушке. Успокою ее. Я раз тоже знаю, значит, человека. Соловьи уже умолкли, умер ветерок, а луна из черных тучек сыплет свой песок. Криповый, конечно, парень. Ты снова поешь? Ощущение такое, что я где-то потерял переход на вторую октаву. Непередаваемое Вернусь домой, ощущение. Нельзя тебе здесь быть, Ивасик. Не можешь ты сюда приходить. поищу. Тихо, бабуся, спокойно. Тебе вредно волноваться. Пойдем быканем на Ты ведьм. можешь провести меня к ведьмам? Бабусь, ты только не сердись. Этот индивид очень хочет встретить хозяйку. Хозяек? О, нет, нельзя. Хозяек? Это очень важно. Индивид, заткнись. А ты, бабуся, выслушай меня. Я нашел Ясеньку, когда она пропала. Нашел. Горячку у гневки унял? Унял. В обмен я тогда ничего не просил, ты же помнишь? Я даже за голос не в претензии. Так вот сейчас Фига он я ей кое-чего предъявил. хочу. Ты, бабуся, ему помоги, этому индивиду. А то же он меня изводить будет, кучу навалить спокойно не даст. Ветка у него пропала. Хозяйки смогут найти, а? Раз уж ты так просишь, Ивасик, помогу ему. Не-не-не. Ступай за мной. Слушай-ка, не байтят ли они меня на какую-нибудь шляпу? Что у меня какое-то предчувствие по поводу этой бабки. Ёпта. Слышь, мать. Ивасик добрый мальчик, а вот хозяйки его не любят. Паршивая тварь. Не любят его. Что за женщина на гобелене? Это хозяйки. Сейчас я чувствую, нам гобелен будет. Всемогущие хозяйки, отзовитесь на призвание. Жалкий червь перед вами встанет. Мать, вырубай, страшно, хорош, слышь. Давай не дури только.
мать. Ты смеешь нарушать наш покой, женщина? Роман, спасибо, я тебе сочувствую, брат. Минус 100, Стас, спасибо. Обидно, да? Не, ну что, давайте прям в открытую. Я знаю, что вы встречались с сероволосой девушкой, которую я ищу. Где она? О, какой ретивый. Может, он любит только сероволосых? Эта девушка моя приемная дочь. С такой красоткой это не мешает. Мне мешает. Смотрите-ка, какой впечатлительный. Пенится, как пиво в катке. Люблю таких. Короче, там 3 ведьмы. Слушай, ну подожди, ну... Давайте мыслить логически. Ведьмы — это в первую очередь кто? Ответьте в чате. Ведьмы — это в первую очередь женщины. А я красивый. Значит, Погнали. вы встречались. Расскажите мне все. Прямо в лоб? Может, и к лучшему. Скажи, духу у тебя хватит? Лесных тварей ты не боишься? Тяжкие времена настали. А чё, красивый, кстати, Человек барышня. пошел на человека. Земля напиталась кровью. Зло сильно, как никогда прежде. Напившись гнева и страданий, темная сила восстала у Штейгеров. Уничтожь бестию, и мы будем тебе благодарны. Все расскажем о твоей барышне. Кого? Темная сила? Вам нужен рыцарь или охотники за колдуньями? Староста деревни Штейгеры тебе все расскажет. Не забудь только взять с него плату, как выполнишь задание. Это я не забуду. Теперь наша служанка... Праймер, даст кстати, смотри в тебе корзинке. стилет. Стилет? Нахера он мне? Стилет? Зачем? Покажешь стилет, и староста поймет, что ты от нас. А, окей. Он во всем поможет. Понял, принял. Обнял, Со поцеловал. старостой этим я поговорю, но ничего не обещаю. Шевелись, женщина, отдай стилет. А ты возвращайся, когда выполнишь задание. Спасибо, Ром. Спасибо. Спасибо. Ну, ты же знаешь, я на эту херню не реагирую вообще. Спасибо, брат. Да, госпожа. Стилет. Принести стилет. Слышь, мать, упала от жалость 20 раз, метнулась быстро. Тут уважаемый человек ждет. Вот тебе стилет. Хозяйки велели тебе дать. Даю этот стилет. Нихера себе кинжал. Плату от старосты положишь на валун. Лысый Окей. валун. Валун лысый. Знает валун. Валун слышит. Чего? Поехавшая. Я к вам вернуть, девчонки. Так, ну что мы имеем? Мы, в принципе, довольно все так неплохо. Ведьмы нам сейчас должны, по идее, рассказать, где находится наша Цири, дорогая. Убить какого-то шалопая этого... Что там, кого там? Какого-то духа, призрака очередного. Это для нас вообще 2 пальца, как говорится, об асфальт. Да. Так что давайте-ка сделаем медитацию. Давайте-ка сделаем сейв на всякий пожарный. Слушайте, ну, ведьмы оказались вполне такими
я бы не сказал, что злыми. Я увидел то, что они такие, адекватные. Ну и, собственно, на этом серию закончим, ребята. А чем закончится следующая серия, вы узнаете у нас уже завтра или сегодня. Не знаю, когда эта серия выйдет, так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылочка на плейлист внизу в описании. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы не пропускать стримы, так сказать, из первых уст. Все это видеть и слышать. Заходи, если что. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.